Эта таинственная история произошла на юге Волгограда ровно 30 лет назад. В течение одного дня с разницей в несколько часов исчезли мать, отец и их дочь-подросток. Сначала ранним утром уехал по своим делам 38-летний Вячеслав Тюрин. Его супруга, 42-летняя Таисия, в тот день собиралась в технологический техникум, где училась дочь. Ей нужно было забрать какие-то документы. Но до техникума она так и не доехала. И больше на связь она не выходила. А вечером исчезла и дочь. Девочке было всего 16. Случилось это 14 июля 1989 года. С того дня никто никого из членов семьи больше не видел. Спустя 30 лет волгоградские следователи возобновили расследование этого загадочного дела. Мобильников во времена СССР еще не было. Позвонить можно было только домой, да и то, если имелся стационарный телефон. Так что 16-летняя Света весь день оставалась дома, ждала родителей. По одной из версий, Вячеслав Тюрин отправился на поиски супруги. Вечером ей позвонил знакомый, спросил, когда будет отец. Она ответила, что, наверное, часов в 11. Потом собралась на улицу, якобы даже встречать родителей. Вышла с собакой из квартиры. И больше ее тоже никто не видел, рассказал Волгоград старший следователь Красноармейского ССУ СКР по региону Максим Мурченко. От всей семьи остался только старший сын. В то время он служил в армии. Света вышла из дома с собакой и тоже пропала. Пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. Из квартиры ничего не пропало. Деньги, документы, вещи — все осталось на месте. Бесследно исчезли только мать, отец и дочь. Словно сгинули с лица земли. Как удалось выяснить следователям, семья была должна большие по тем временам деньги. И эти деньги, которые он занял у знакомых, пропали вместе с исчезнувшим Вячеславом Тюриным. В этом деле был и подозреваемый. Но доказать его причастность к исчезновению семьи тогда так и не удалось. Сам он не сознался, улик против него особо не было, продолжает рассказ следователь. Этот человек сейчас жив, мы с ним общались, от полиграфа он отказался. Говорит, что не причастен. Но, скорее всего, он совместно с кем-то вывез их, убил и где-то закопал. Правда, доказать эту версию пока нет возможности. Работаем, конечно, но спустя 30 лет это куда проблематичней. Кстати, пропавшие у Тюриных деньги в итоге нашли. Как раз у одного из проходивших делу. Его тогда осудили, но по другой статье. А вот тел пока не обнаружили. Следователи направили запросы, но ответы еще не пришли. Надеются, что-то подскажут люди. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.